Вы думаете, что нарцисс выбрал вас, потому что вы удобная жертва с низкой самооценкой, но вы ошибаетесь. Дело в том, что люди с ярко выраженными нарциссическими чертами, как правило, хотят, чтобы рядом с ними были такие яркие, энергичные зажигалки с выраженной эмпатией, потому что вот такие люди дают им энергию. Предположим, если это мужчина с ярко выраженными нарциссическими чертами, то ему важно, чтобы рядом с ним была вот такая вот женщина. Если рядом с ним какая-то жертва, такая слабая, с низкой самооценкой, то для него это как поломанная игрушка. Если вы находитесь в отношениях с нарциссом, то, скорее всего, вы не слабая, вы человек с ярко выраженной эмпатией. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня я разрушу главный миф касаемо отношений с нарциссами, потому что обычно почему-то принято считать, что рядом с нарциссом находится жертва. Я вам докажу, что вы не слабая, вы эмпат, и используя свою эмпатию, вообще врожденные эти вот живые качества, вы можете применить против нарцисса самое неприятное для него оружие — это молчание. Но досмотрите видео до конца, потому что на третьем этапе его реакции многие люди совершают ошибку, срываются, и это фатальная ошибка, потому что все усилия как бы идут на смарку, отношения возвращаются, и они становятся еще более разрушительными. Давайте проверим для начала, действительно ли вы эмпат. Я назову 3 таких вещи, а вы постарайтесь на эти вот вопросы про себя ответить. Первое. Вы склонны угадывать эмоции других людей. Вот замечаете, что если вы находитесь в комнате, заходит какой-то человек, вы только первый раз на него взглянули и сразу примерно понимаете, что он чувствует. Вы понимаете, что если у него, скажем так, приподняты плечи, какая-то наклонена голова, но, скорее всего, он напряжен. Если, скажем, у него такая мимика Пьеро, приподняты брови, то, скорее всего, он расстроен. И вы неосознанно тут же как бы включаетесь и настраиваетесь на такой комплементарный лад. То есть, если, скажем, человек расстроен, вы как-то настраиваетесь на то, чтобы его как-то поддержать. Если человек, скажем, напряжен, то вы настроены на то, чтобы его как-то смягчить. Второе. Вы склонны оправдывать чужие плохие поступки какими-то, скажем, проблемами в детстве или тем, что человек устал. Ну, например, так может быть. Мужчина накричал, вы думаете, да, неприятно, но все-таки, наверное, у него же проблемы были в детстве, у него была социально неблагополучная семья какая-то. Или, скажем, он же пришел после тяжелой работы, наверное, ему там так было тяжело, он, наверное, это кричит, он это не на меня, это потому что у него переживания какие-то там связанные с работой. То есть вы как бы оправдываете, обеляете действия других людей, даже если они прямо, как бы враждебно направлены против вас. И третье. Правда ли, что вы даете людям бесконечные вторые шансы? Вот человек как-то поступил так, как вам не нравится, вы ему сказали, что так со мной нельзя. Вот он в следующий раз еще раз поступил, вы думаете, ну все, больше так не делай до следующего раза. И эти следующие разы бесконечно вы верите, что своей любовью, своей эмпатией вы можете человека как будто бы изменить. Если вы узнали себя, то тут очень важно, послушайте внимательно, ваше умение сопереживать, ваша эмпатия, ваша такая чувствительность и вовлеченность для нарцисса это как бензин. Это психологически называется нарциссический ресурс. Нарцисс, когда видит, что вы его вот так вот обхаживаете, что вы к нему так вот относитесь как к ценному человеку, он получает вот ту всю любовь, которую он не получил в детстве. То есть, грубо говоря, он вас использует как такую функциональную мать, которая должна заменить вот ту вот, его символическую мать из детства. В детстве его недолюбили, а вот теперь есть вы с вашей этой вот эмпатией, с вашей попыткой вот как-то любовью все исправить. Для него ваше вот это вот сопереживание, оно очень важно для того, чтобы он таким образом компенсирует свою нарциссическую травму. А ваша проблема заключается в том, что поскольку вы не нарцисс, вы думаете как? Если я человеку даю добро, то и он мне будет давать добро. Потому что в здоровых отношениях так работает. Я делаю для человека что-то, потому что люблю его, потому что хочу для него чего-то хорошего. И он делает то же самое для меня, потому что мы какие-то одинаковые, похожие. В этой ситуации вы не похожи. Ваши действия, они, в одну калитку игра вся идет. То есть, по сути, отношения нарцисса и эмпата можно, грубо говоря, описать как, знаете, система из 2 сообщающихся сосудов, где один сосуд изначально был полон, а второй пуст, и вот оно как бы перетекает. Но что происходит, когда вот это вот перетекание заканчивается? Наступает какой-то момент, когда даже самая такая верящая в любовь эмпатичная женщина понимает, что я больше не могу постоянно давать и ничего не получать взамен. Женщина, в конце концов, находящаяся рядом с мужчиной-нарциссом, начинает как-то, провоцировать какие-то, конфликты. Она пытается выровнять отношения, пытается объясниться, что в чем дело, почему ты так ко мне относишься, почему ты постоянно ко мне груб, почему ты постоянно устал, у тебя постоянно какие-то проблемы, отговорки, когда наконец
ну, когда ты начнешь отвечать за свои слова, когда наконец мы будем как-то выстраивать какие-то взрослые отношения. Вот это конфликтование, привнесение своей злости такой здоровой в контакт, попытка предъявить какие-то претензии нарциссу, естественно, не приводит ни к какому результату, которого бы женщина бы ожидала. Это приводит только к тому, что нарцисс получает нарциссический ресурс теперь в другой форме. То есть, если раньше его вот это вот обхаживали, он получал эту любовь, так сказать, в одностороннем порядке, то сейчас он получает постоянно какие-то претензии, а в его картине мира он все еще является ценным и важным. Я настолько значимый, что она из-за меня плачет. Я настолько значимый, что она стоит на меня и кричит. Я настолько важный и значимый, что она, вот не знаю, всем своим подругам рассказала про меня, какой там какой-то гад. И, в общем, я теперь вообще в центре жизни еще ее и подруг. То есть для нарцисса это очень важно. Что для нарцисса непереносимо, это когда женщина, по каким-то причинам, осознанно или неосознанно, просто уходит в неконтакт. Вот она перестает отдавать этот нарциссический ресурс в виде своих ожиданий выстроить здоровые отношения и просто перестает с человеком контактировать. Вот женщина мужчине не звонит, не реагирует. Если, скажем, они даже живут вместе или как-то пересекаются на работе или еще где-то, она очень холодна и формальна рядом с ним. Это то, что нарцисса ранит больше всего. Потому что еще вчера вот это была такая, знаете, как игра для него. Это была такая зажигалка, которая давала ему тепло. Сейчас вот этот холод, и он оказывается наедине сам с собой, с этой своей внутренней такой нестойкостью. Вот вы ушли в неконтакт, так называемый, и что же в этой ситуации чувствует нарцисс? Я как психиатр скажу вам, что нарцисс в такой ситуации проходит через 3 стадии паники, скажем так, то есть 3 стадии его переживаний, которые вам очень важно понимать, что вот происходит с той стороны, чтобы вы могли адекватно реагировать. Первая стадия — это отрицание и пинг, возможно. То есть что здесь происходит? Вот вы не общаетесь, не отвечаете на его сообщения, он внутри себя считает, что это какая-то игра. Она играет в игру, он вот это ваше молчание в самом начале воспринимает, собственно, тоже как нарциссический ресурс. Она молчит по отношению ко мне. Значит, вот ей больно, она же это вот устраивает, это молчание. Она играет в какую-то игру, в догонялки, в молчанки. То есть все-таки эта игра как будто бы, как он себе думает, направлена по отношению к нему. Он чувствует, что он находится в центре вашего внимания. Вообще-то на самом деле так оно и есть, потому что вначале, когда ты человеку решил, что я с ним не контактирую, то какое-то время, конечно, вы очень много о нем думаете и стараетесь как-то выстраивать свою жизнь вне этих отношений. Вот. Нарцисс, в принципе, это чувствует, это в принципе так очевидно, и он это воспринимает как, она вот вроде бы думает, что она может без меня как-то жить, она может со мной не общаться. Вот. Он в какое-то время находится в такой, в ощущении, что ладно, я тоже могу в это поиграть. Но поскольку у него вот эта психологическая устойчивость меньше, то он быстрее сдается, и ему важно вот как-то вас зацепить. Он начинает пинговать. Он может написать какое-нибудь там сообщение, типа, что, вот не знаю, ты что там со мной не разговариваешь, что с тобой происходит. Может где-то поставить вам лайк. И даже если вы ему ответите, сорветесь в такой ситуации, напишите какое-нибудь злое сообщение, что перестань мне писать, я не хочу с тобой разговаривать, вот ему будет приятно. Вот она на меня злится, а раз злится, значит я важен для нее. Она мне ответила, значит я все-таки есть в ее жизни. То есть в таком случае вот он чувствует, что вроде бы игра происходит. Если же, предположим, вот даже после его этих каких-то пингов, то есть попыток как-то выйти на контакт, он понимает, что там глухо, контакта нет, он переходит на следующую стадию своей внутренней паники. Он понимает, что тут пингами не обойдешься, нужно включать, тяжелую артиллерию. Он устраивает сахарное шоу, он старается вернуть вас в отношения так же, как, возможно, когда-то он вас завоевал. Он может прислать какой-то здоровеннейший букет, не знаю, какие-то подарки через знакомых передать. Или он заявляет вам, что он все осознал и готов идти к психологу и разбираться с психологом. Здесь женщины часто, срываются. Кажется, он же осознал, он же как будто бы у него критика появилась. Потом опять, если у женщины есть понимание, что он нарцисс, и вот женщины думают, если бы он смог себе это исправить, то у нас было бы все хорошо, а тут вроде он как об этом и говорит, то вроде как, вроде все начинает налаживаться. На самом деле, если человек с ярко выраженными нарциссическими чертами понимает, что у него есть эти черты и это проблема для него, он пойдет к психологу, психотерапевту, начнет с этим работать и потом по ходу поймет, как он может вас вернуть. А если он вам говорит, что я вот обязательно пойду, пока вот он вам обещает, он смотрит, как вы там отреагируете, и еще неизвестно, пойдет он или не пойдет, и еще неизвестно, есть ли у него эта мотивация. То есть он может, скажем, пару раз ходить, так сказать, как говорится, чтобы грим отбить, так вот формально.
Если вы и на второй стадии не нарушили вот этот вот неконтакт, то нарцисс в своей панике доходит к крайней степени. Третья — это стадия нарциссического гнева или нарциссической ярости. Он больше не может удерживать маску какого-то такой благоприятности, он сталкивается с этой своей внутренней какой-то вот ничтожностью и неустойчивостью, он не может получить от вас то, что для него очень важно, вот этот нарциссический ресурс, и он взрывается. Все, вот больше его социально ничего не держит, он может вам как-то угрожать, говорить какие-то гадости, он вовлекает всех окружающих людей, может вас как-то очернять там, в глазах ваших знакомых, каких-то, не знаю, родственников, может устраивать эти вот какие-то манипуляции, триангуляции через каких-то вот знакомых, вам посылать какие-то такие послания там гневные. То есть это на самом деле агония. Эта стадия для вас может быть максимально неприятная эмоционально, поскольку он уже не старается вас как-то так вот, знаете, сахарно приманить, тут уже какая-то прямая такая конфронтация, но вам надо понимать, что это его агония. Он очень долго от вас не получает вот того, что ему нужно, вашей энергии, вашей эмпатии. Он ранится об этот холод, и вот тут он еще в этом гневе также показывает свое некрасивое лицо. Это означает, что эти отношения для него умирают. В дальнейшем ему в этих отношениях будет находиться невыносимо. Он постарается всячески переключиться на какой-то вот другой объект, чтобы просто не видеть себя вот в этом некрасивом свете. Потому что он в этот момент, вот у него очень много эмоций, у него много этого гнева, но в этом гневе он выглядит некрасиво. А для нарцисса выглядеть некрасиво — это саморазрушительно. Теоретически все звучит вроде бы как понятно. Заблокируй и молчи, все ясно. Но на практике все не так просто, потому что вы переживаете эту тяжелую травматическую привязанность. Вам легко заблокировать его технически, но нелегко заблокировать свои мысли о нем, потому что по вечерам вы думаете, а может быть там вы совершили ошибку. Потом, когда начинаете какие-то гадости про вас писать, хочется выйти из неконтакта, начать оправдываться или спорить с ним. Самостоятельно прожить вот этот вот игнор, находясь в состоянии такой травматической тяжелой привязанности, очень сложно. Это так же сложно, как самому себе делать хирургическую операцию без наркоза. Ваша психика истощена и этими отношениями, и вот этой усилиями, потраченными на то, чтобы удерживать этот неконтакт, и вам нужна опора. Для этого и нужна терапия. А на сессиях я не говорю просто забудь его. Мы стараемся выстроить ваш фундамент самоуверенности. И вот важная штука — фокус внимания, фокус вашей эмпатии с другого человека, с нарцисса, развернуть на вас. Потому что это наиболее распространенная такая самая драматическая ошибка, когда вот хороший человек находится в отношениях, которые его разрушают, и все свое внимание, всю свою душу он разворачивает к другому человеку, полностью упуская себя. То, что мы делаем в терапии, это мы разворачиваем этот фокус внимания, чтобы вы понимали, что с вами происходит, из каких потребностей вы попали в эти отношения, какие потребности у вас напряжены, не удовлетворены сейчас, что вам нужно сейчас, куда вам, так сказать, нужно жить. Потому что часто бывает так, что вот клиентка так долго находилась в отношениях с нарциссом, что она вот свою жизнь вне этих отношений вообще представить себе не может. У нее основная цель — это, скажем, вот разойтись с ним, или там, скажем, наказать его, или понять, что с ним происходит. Или бывает, что вот приходит женщина на консультацию и всю консультацию говорит не о себе, а вот о своем бывшем, пытаясь как-то понять, что с ним происходило. Настолько ее это заполонило, настолько для нее это важно, что вот она как будто бы не имеет доступа к себе. На сессиях я стараюсь вот уделять очень много внимания тому, чтобы человек вернул себе доступ, вот эту чувствительность к самому себе. Чтобы человек, обладающий фактически от рождения эмпатией, мог эту эмпатию проявлять вообще-то к себе. Записаться ко мне на консультацию можно по ссылке под этим видео. Я работаю с людьми по всему миру. Если вы чувствуете, что у вас нет сил самостоятельно выдержать этот удар, приходите, мы выдержим его вместе. И возвращаясь к началу видео, я хочу сказать, что ваша эмпатия — это не слабость. Это ваш дар, который просто вы применили к человеку, который не мог им воспользоваться. Вы направили свою эмпатию к человеку, которому это было не важно. Напишите в комментариях, как ваш бывший пытался нарушить ваше молчание. Возможно, он использовал какие-то хитрые приемы, какие-то там, не знаю, смешные способы, как он старался пробиться через этот неконтакт. Если вы поделитесь своим опытом, я думаю, что другим зрителям это будет очень важно. У нас появится такая, знаете, подборка способов, как нарцисс пытается пробить неконтакт. Если эта тема для вас важна, видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.